Друзья, снова приветствую вас на канале Разводня как хобби. Проведем небольшой обзор. Покажу вам состояние рыбок, состояние в общем разводни. Покажу еще момент, когда отнерестились у меня анцитрусы, сколько было икры. Ну, начинаем. Так, начнем мы вот с этого аквариума. Здесь, как вы видите, увеличилось количество гуппи. Я забрал их с того аквариума, где у нас находится красная тернеция, анциструсы, и там было много-много гуппи. Вот оттуда их убрал и посадил сюда. Вот теперь здесь им более просторно и весело. Они гоняют. Самцов намного больше, чем самок. Ну, короче, занимаются процессом. И так дальше. Вот хотят сниматься у нас данио разноцветные. Чуть попозже покажу вам малечков, которых мы нерестили, было видео. Ссылочку, конечно, сейчас прикреплю в правом верхнем углу. Кто не смотрел, посмотрите. Покажу, какие у нас уже мальки данио. Так, в этом аквариуме у нас по-прежнему на втором ярусе несколько неонов голубых. Видно, одна самочка у нас осталась. Смотрю, может, ее надо посадить на нерест, но не знаю. Будем посмотреть. Также здесь есть самцы красных тернеций и гуппи. Так, в соседнем здесь у нас разнобой тернеции разноцветной. Тоже рыбка чувствует себя хорошо. Вон справа самец-самочка. Что-то они играют, но ничего у них пока не получается. Так, переходим к следующему. Здесь у нас по-прежнему тернеции цветные, красные преимущественно. Анциструсы, парочка. И штербы. Рыбка чувствует себя хорошо. Так, в этом аквариуме у нас тоже 3 неона голубых. Никак я их не объединю. Один меченосец, тернеция красная и 2 самца и самка, даже 3 самца и самка анциструсов. Все у них хорошо. Так, на третьем ярусе. Ну, здесь у нас, как вы помните и знаете, кто наблюдает за каналом, здесь у нас старички. Вот такая компания тернеций. Здесь тернеции некоторые есть, которым уже и по 2,5, и по 3 года. Вот они у нас преимущественно все сидят вот здесь. Все у них хорошо, кушают тоже хорошо. Ну и, соответственно, вон одна какая-то поплыла розовенькая, что-то у нее с пузырем видно, дергается. А так все нормально. Ну и как вы заметили, смотрите, вот уже у меня слева на третьем этаже над аквариумом свет горит. То есть поменял я все-таки прожектор. Вот и над этим справа, тоже на третьем ярусе. И вот здесь у нас вот тернеции у нас оранжевые, желтые. Розовые, тоже они были без света, практически месяц. И вот эти вот сомики крапчатые тоже. Вот сейчас я зашел на разводню, снимаю видео, они чувствуют, что будет скоро ужин у них. Вчера у них был разводочный день, они ничего не ели. И сегодня готовы принимать пищу. Вон, кстати, смотрите, тернеция одна пропала, смотрите, вон на дне. Я что-то не видел. И сомики ее понемножку теребят. Но мы, конечно же, сейчас ее уберем. Остальная рыбка чувствует себя хорошо. Вот это, кстати, зеленые вот данио, самочки и красная. Это те, которые у нас не рестились. Вот они уже икры набрали. Можно опять отсаживать, видите? Так, на третьем ярусе. Фиолетовые, или, так сказать, как мы их называем,
Даже забыл, как они называются уже. А, буряковые тернеции. Оранжевые, розовые, синие. Тоже рыбка чувствует себя хорошо. На втором ярусе компания Venezuela Orange самы. Тоже чувствуют себя хорошо, готовы к приему пищи. Чувствуют, что сейчас будет подача корма. На третьем ярусе тоже аквариум с тернецией. Кстати, вот эти вот сомики. Вот самец, самочка. Вот они отнерестились. Обычно этот самец нерестится с двумя самками сразу. Ну, как-то у него не получилось. И он отнерестился только лишь с одной. Одна какая-то прогуляла этот момент. Сейчас я вставочку небольшую сделаю. Как я заметил, что они готовятся к нересту. Итак, друзья, вот обратите внимание, смотрите, вот черный самец, анциструс. А вот внизу самочка серенькая. Вот они играются. Наверное, будет в том дальнем углу нерест. Я так уже себя чувствую. Вот смотрите, самец зазывает ее туда. А она, кстати, откликается на его вот эти вот позывы. И, наверное, будет все-таки там нерест. Кстати, хочу сказать, что вот это одна самочка, которая вот возле распылителя, да? А вот вторая, вот слева на экране, она тоже такая толстая. И она тоже там что-то подмигивает этому самцу. Возможно, даже нерест будет с двумя самочками. Но он практикует такое, у него есть, что он нерестится сразу с двумя. Вот смотрите, пошел ко второй. Гулял с одной, пошел ко второй. Вот и зацепил ее, она куда-то поплыла. Ну, короче, будем наблюдать. Возможно, будет у них икрометание. Я вам, конечно же, это покажу. Ну, в смысле, кладку икры, потому что, скорее всего, она будет ночью. Ну что, вот наступило утро, идем мы сюда к нашим анциструсам. Смотрите, как и ожидалось, вон у него, у самца есть икра. Недаром они вчера вечером там крутились, вертелись, но я вижу одна кладка, не две. Думал, что отнерестится с двумя самочками, но, как ни странно, только с одной. Я думаю, что вот эта вот, которая находится за распылителем, она еще не отнерестилась, а та, которая отнерестилась, вон она сидит возле сточного отверстия. Вот такие это дела. Тоже плодовитая тройка. Еще на втором ярусе у нас, как вы знаете, красная тернеция. И вот такое количество анциструсов. Все чувствуют себя хорошо. Значит, отсюда я основную массу гуппи убрал. Вот я в начале ролика показывал в отдельном аквариуме их. А так рыбка чувствует себя вся нормально. Вот, кстати, эти гуппи. Так, обязательно показываю компанию меченосцев, которые у нас внизу обитают. Тоже у них был разгрузочный день, они ничего не ели. Вот сейчас находятся все здесь у передней стеночки для приема организованного пищи. Все у них нормально. Фильтр справляется, водичка чистая. Проблем нет. Так, смотрим, что в травнике. Ну, здесь рыбка тоже чувствует себя хорошо. В комнате темно, в аквариуме свет горит, но они все равно видят, что я зашел и хотят принимать тоже пищу. А так у них все нормально. Фильтрация работает. К ужину все готовы. Так, вот показываю мальков Данио, которых
которые получились у нас после нереста, да, как я говорил, ссылочку я там прикрепил раньше. Кто не смотрел, посмотрите. Значит, этим рыбкам от момента нереста 2 недели. Вот они такие. Значит, как вы знаете или слышали, значит, артемии сейчас у меня нет. Я их поднимал с самого начала на солоноводной коловратке. Они достаточно с аппетитом ее едят. Ну, рост дают не такой, как на артемии, конечно же. Но сейчас я им уже подбрасываю сюда прямо перетертый мелкий обычный сухой корм Копин, с которым я кормлю всю остальную рыбу. Вот, просто в порошок перемалываю, и рыбка с удовольствием его тоже ест. Но не забываю давать им, конечно же, и живой корм коловратку. Вот так потихонечку мы их выращиваем. Друзья, вот такой небольшой обзор провел я по всем аквариумам. Напоминаю, что у нас внизу там под видео в описании есть различные плейлисты на разные темы, в которых можно почерпнуть себе интересную и полезную информацию. Я со всеми прощаюсь. Всем удачи, здоровья и всего-всего самого наилучшего. До встречи на канале Разводня как хобби. Пока-пока.